Сегодня у меня на столе будет очень необычная игра, и она необычна не только своими механиками, но и своей темой. Эта игра будет максимально вовлекать вас в исследование того мира, который она вам представляет. И дело даже не только в сюжетных поворотах, но и в том, что вы в принципе можете делать в этом мире. Об этом я сегодня расскажу вам в обзоре. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, на столе у меня сегодня Stone Saga, и это игра, в которой вы будете руководить племенем практически первобытных людей, которые оказались в Новой долине и пытаются ее исследовать. Забегая сразу вперед, могу вам сказать, что оказались вы не в нашем мире, и вы будете необычными первобытными людьми. Этот мир полон загадок, тайн и фантастических существ. Это вы узнаете практически сразу, когда посмотрите только первые карты игры и узнаете о первых знамениях. Эта игра максимально тянет вас к тому, что вы исследовали мир, изучали, что можно в ней сделать, каким образом собрать предметы, каким образом набрать ресурсы, что в принципе можно таиться за тем или иным поворотом, и она действительно неоднократно удивляет вас даже в первых партиях, а в последующих может удивлять еще больше. Игру можно поиграть либо одиночными сценариями небольшими, чисто для того, чтобы попробовать, либо сыграть в нее кампанию, которая будет вести вас по целой колоде таких вот карт, с разветвляющимся сюжетом в зависимости от того, что вы сделали, или как вы себя вели в ходе партии, и как ее закончили, чего добились и так далее, вас будут переводить либо на одни, либо на другие карточки по специальным номерам, и каждая из них будет задачей, которую вы будете решать в дальнейшей партии. В частности, сейчас у меня, например, вот здесь вот лежит задача, это вторая миссия, которая называется «Пустить корни». И в данной задаче мне нужно будет построить деревню где-то здесь вот себе на этом поле. Изначально у меня раскладка вот здесь лежит как для первой партии, потому что я хотел вам показать, как это будет выглядеть. Но миссия для второй, позвольте мне эту небольшую неточность. Перед каждой игрой каждый игрок выберет себе вот такой планшетик, и всего в игре 4. Каждый планшетик резной, у каждого есть свой мешочек, места под энергию, которую вы будете тратить, и вырезы под ваши параметры. Параметров всего 4, и вы на них будете проходить разные тесты в зависимости от того, какая ваша способность понадобится. Фактически же у вас на каждую игру будет дана вам цель, которую вам нужно выполнять, она будет выглядеть такими вот карточками, и вот эта карта основная перевернется, она вам только говорит основную задачу, которую вам нужно выполнить, а потом вы чувствуете себя абсолютно полностью свободными в практически полностью открытом мире, который ограничен только вот этими тайлами, которые у вас есть на данный момент. Изначально у вас их будет всего 3, которые вы также исследуете, а потом будет поле разрастаться у вас постепенно, с каждой новой партией будет все больше, больше и больше, и ваши люди смогут путешествовать по разным местам и открывать все новые и новые локации. У вашего племени есть 4 основные параметра. Это количество людей в племени, это недовольство людей в племени, это события, которые с вами происходят, то есть это как на вас влияет природа и весь ваш окружающий мир, и специальные ресурсы, которые вы будете тратить на исследование, это, скажем так, ваше и воображение и ваш исследовательский дух. Хотел бы обратить внимание, у меня вот эти штучки — это прототип игры. По-настоящему они потом будут лежать в виде таких маленьких картонных плашечек вот здесь, и вот эти жетоны будут стоять вот здесь вот, и будут спокойненько передвигаться по кругу, для того, чтобы отмечать количество тех или иных ресурсов или показателей, которые у вас есть. У каждого игрока будет свой планшетик, он изначально положит себе определенное количество жетончиков энергии, и это будет та энергия, которую он тратит каждый день. Поскольку у меня игра разложена на двоих, у меня их будет 5 энергий. И вся игра происходит перемеживающимися фазами дня и ночи. И в фазу дня вы будете действовать и принимать основные решения, делать много всего. В фазу ночи вы будете готовить поле, совершать некоторые действия. И если вы хорошо себя вели и много добились в игре, даже в ночную фазу вы сможете выполнять определенные действия, которые будут вам полезны для того, чтобы не тратить энергию днем. Вообще игра удивляет тем, насколько много в ней всего и насколько логично она построена. То есть, если вы прекрасно понимаете, что, например, на палку прицепить камень можно было бы для того, чтобы сделать какое-то орудие производства или оружие, то в этой игре, скорее всего, можно будет так сделать. Давайте об этом поподробнее. Я расскажу вам, как играть в Stone Saga. Итак, в фазу дня каждый игрок имеет определенное количество действий, и самое простое из этих действий — это передвижение. Когда вы передвигаетесь на тайл, который еще не открыт, вы переворачиваете его и сразу перемещаетесь на другое место. При этом все, что изображено на тайлах, это очень важно, потому что у вас даже есть такая вот памятка специальная, которая говорит вам, на каком виде локации вы можете что делать. При этом даже на старте игры вы можете выбрать себе, либо вы будете в пустынной зоне, либо вы будете в такой благоухающей зеленью зоне. И от этого будут зависеть некоторые события, перемещения, и то, как вы будете охотиться и заниматься собирательством, тоже колода у вас будет разная. По спойлеру немножко, в принципе, в обзоре будут спойлеры, имейте в виду, но я постараюсь держаться подальше от сюжетных спойлеров.
И вот в зависимости от того, какую вы локацию выбрали, у вас будет не только потом еще и песчаная, и зеленая, будут еще другие, которые вам будут давать другие возможности и другие преимущества. Так вот, переместившись на эту часть поля, каждый раз, когда вы перемещаетесь, вы тянете карточку из специальной колоды, которая называется «Путешествие». И эта колода у вас в первой миссии, если вы играете, будет совсем маленькой, но в ходе игры в эту колоду к вам будут добавляться все новые и новые и новые карты путешествий. Вы открываете ее и читаете, что в ней произошло. В ней может быть событие какое-то специфическое, которое имеет условия. То есть, например, что вы оказались один на тайле, или, например, что на этом тайле есть вода, и тогда будет связано это событие с водой, или что на этом тайле есть пещера, или, например, на нем есть леса. Как я говорю, очень важно все, что нарисовано на тайлах, не только для того, что вы можете собирать, но и для различных событий. И, например, здесь написано, что вы разыграете это событие, если на этом тайле есть иссушенные земли. Мы смотрим, здесь у меня есть иссушенные земли, соответственно, событие на меня работает. Если событие на меня не сработало, мне пришлось бы за сложный ландшафт, который находится между тайлами, потерять одну энергию. Но я не потеряю, я разыграл бы это событие, прошел бы, возможно, какой-то тест, или даже иной раз обратился бы к специальной книге, к так называемому кодексу. И это очень важная, огромная книга, в которой есть и всякие сюжетные события, которые будут вас вести в одну или в другую сторону, и различные материалы для крафта, исследования и так далее. То есть вот я, например, переместился, со мной произошло какое-то событие, и дальше ходит второй игрок, он также перемещается, с ним, может быть, произойдет какое-то событие, может быть, не произойдет какое-то событие, но дальше мы можем выбрать, что мы будем в этих зонах делать. И в этих зонах мы могли бы делать абсолютно разные вещи, но опять же зависит от того, что там есть. То есть, например, если там есть гора или, например, есть обрыв, мы могли бы заняться сбором минералов и камней. И у нас вступила бы в силу одна мини-игра, в которой бы мы набирали специальное количество вот таких вот жетончиков камней. Вот таких вот, то есть, например, там вот так вот и вот так вот. Закидывали бы их в мешочек и тянули бы из них определенное количество, скрывали бы количество этих камней по очереди, по одному. И если все хорошо, мы бы забрали себе потом их в виде уже ресурсов. Про это я расскажу немножко позже. Но там также могли бы произойти с нами различные события, если вот эти символы совпали бы с тем, что у нас есть на картах, которые действуют в данное время. Правила в игре достаточно объемные, но очень понятные. Там больше 100 страниц правил, все 100 страниц вам читать сразу не обязательно. Для того, чтобы начать играть, вам достаточно поиграть первый сценарий, который вас с помощью таких вот карточек будет вести постепенно по игре. Они будут вас учить, например, там первое задание будет вам научитесь рыбачить. И для того, чтобы узнать, как это делается, прочитайте страничку такую-то. И вы читаете раздел про то, как рыбачить, соответственно, проходите задание, вам говорится, откройте следующее задание, научитесь как раз вот добывать, например, камни и так далее. Так вот, это была мини-игра, в которой вы тянули бы жетончики, и, возможно, с вами что-то происходило, и получили бы вы ресурсы. Например, я получил вот такой вот камень, вот такой вот камень и вот такой вот камень. И убрал их себе в рюкзак. И вы видите, рюкзак у нас необычной формы, и он сделан так непросто. А в конце дня нам нужно будет каким-то образом разместить у себя все, что нужно, или все, что мы не успели потратить, а все, что не влезло, у нас потеряется, потому что мы не умеем пока хранить ресурсы. Хотя их мы тоже научимся хранить. Второе, что могли бы сделать, это отправиться на охоту и собирательство, и для этого у нас была бы мини-игра на вот такой вот колоде. Поскольку мы находимся в песчаных зонах, у нас вот специальная колода, которая называется прерии, и здесь она работает следующим образом. Я отправляюсь на охоту, и для этого переворачиваю себе 2 жетона энергии. Также я 2 жетона энергии бы тратил за то, чтобы пособирать камни. То есть все действия собирательства, охоты и добычи или каких-то ресурсов обычно тратят 2 энергии. И еще выкладываю специальный жетончик на игровое поле, вот такой вот, который говорит о том, что теперь здесь заниматься любым собирательством, охотой или добычей ресурсов будет дороже по энергии. Потому что мы немножко выкачали ресурсов из этой части земли, и нужно делать это в другом месте было. Так вот. Мы здесь вскрываем 2 карточки, выбираем из них одну. На этих карточках бывают абсолютно разные вещи. Бывает, например, пшеница растет, или кролик такой вот странный бегает, или монстр, может быть, или деревья и так далее. Я выбираю себе вот эту карточку из 2, потом вскрываю еще 2, выбираю еще какую-то карточку и так далее, и так далее, и так далее. То есть я могу себе в какой-то момент остановиться и начать собирать ресурсы. Но если у меня на одной из карт окажется монстр прямо передо мной, мне придется с ним сразиться, и он бьет достаточно больно. А если нет, я мог бы собрать определенное количество ресурсов, и для этого мне нужно было прокладывать специальные дорожки для того, чтобы их собрать. И собираю я один тип ресурсов. И в частности, например, вот заяц, мог бы походить на зайцев. Для этого мне нужно было пройти тест, а тесты здесь проходят достаточно просто. Мы берем один кубик, бросаем его, приплюсовываем к нему свой параметр, и если он превысил определенное количество, необходимое нам для того, чтобы выполнить действие, мы выполнили его успешно. А если нет, то выполнили неуспешно. Ваши базовые параметры обычно не бывают больше 6, потому что вы бросаете их на старте на кубиках. Но чем, соответственно, выше параметр, тем вам обычно легче выполнить какие-либо задания. Плюс в ходе игры вы будете получать специальные себе ключевые слова, свои титулы или свои, скажем так, отличительные черты, которые помогут вам проходить некоторые тесты, особенно сюжетные.
но для того, чтобы их получить, вам нужно будет тоже что-то сделать определенное. И в частности, за зайца я получил бы себе сколько-то мяса, немного костей и вот, возможно, какие-то дополнительные штуки. Но на этих картах всегда нужно рассматривать все, что есть. Например, то есть, если бы я набирал вот на этой карте воду, я получил бы заодно и рыбу. А если, например, вот здесь бы собирал себе дерево, то получил бы заодно и перышко и так далее. И все эти ресурсы я буду загребать себе. То есть это такая мини-игра на жадность с одной стороны, с другой стороны на то, как вам подумать и какие ресурсы вам нужно собрать. Ресурсы мы насобирали себе пачку, и на этом наше действие закончилось. Другой игрок пошел бы, например, обратно вот сюда, там вытянул карточку на путешествие и отправился бы, например, ловить рыбу. Ловить рыбу — это другая мини-игра, уже третья, то есть после сбора минералов, после собирательства у нас есть еще рыбалка. И он выкладывал бы сначала одну карточку вот так, потом одну карточку выкладывал бы вот так, и у нас получилось бы, что вот у нас рыбки вот эти вот, да, они идут по вот этому течению. Шкура и кость здесь плывут по вот этому течению. Видимо, кто-то в реке, может быть, умер, я не знаю, или просто упало что-то туда от другого племени, или что-то откуда-то, и оно стекает вниз по течению. А вот вода и лиана можно брать было по вот этому течению. Я бросал бы 4 кубика, и после этого распределял бы их по тем вот локациям, к которым бы я хотел. Но я прекрасно знаю, что потом могут добавиться сюда модификаторы разные, и мне нужно четко подумать, что я хотел бы насобирать. Ну вот мне, например, хотелось бы шкуру и кость себе собрать, поэтому я поставил бы вот по синему течению сюда вот 6 и еще, например, 3. Вот так вот. То есть у меня здесь 8 было бы. Ну а на рыбку я поставлю просто 5, в надежде на то, что рыба приплывет. Вскрываю сюда вот еще одну, и видите, у меня модификаторы пошли к синему. Плюс 2, у меня здесь 5, а по-настоящему 8, и поэтому я получил себе шкуру одну и взял себе одну кость. То есть это такая игра как бы на подумать немного. А здесь у меня плюс 2, это 7, а здесь я не получил ничего. А рыбалка достаточно сложное дело, но в ходе игры вы будете задавать себе предметы, которые позволят вам получать различные бонусы и дополнительные возможности при тех или иных действиях. В частности, вы можете заниматься обработкой различных ресурсов. И вот, например, у нас вот есть камень, обычный речной камень, и в нем написано, что чтобы его обработать, по нему нужно чем-нибудь постучать. А у нас есть другой камень, который является камнем, которым можно стучать. И, соответственно, за действие мы могли бы взять и вот этим камнем постучать по этому камню, и он перевернулся бы на вот эту сторону. А вот чтобы шкуру обработать, нам нужно ее и посверлить, и порезать. И для этого нам нужны были какие-то предметы, которые режут и сверлят. Вот у нас появился камень, который уже режет. И, например, мы где-то раньше до этого взяли себе кость, которую обработали, и она у нас теперь уже сверлит. И поэтому с помощью, например, этого режущего предмета и вот этой кости я мог бы обработать себе шкуру, и у меня получилась бы обработанная шкура. И это действие обработка материалов. И при этом все достаточно логично. То есть у нас есть камень, который отслаивается, и когда мы по нему стучим, мы себе нарезали вот такой вот замечательный режущий предмет. Вот это, по этому камню можно было постучать, и получился бы вот такой предмет. По этому камню, если постучить, получился бы такой предмет. Но мы не были первобытными людьми, если бы мы не старались что-то с чем-то скомбинировать, правильно? Вот, например, у нас еще есть палка обычная. И тогда мы начинаем заниматься специальным действием, которое называется крафт, то есть сотворение предметов. И вот, например, можно палку было бы соединить с камнем, вот с этим. Для этого нам нужно посмотреть, где есть символы одинаковые, и соединить их таким вот образом. То есть можно было бы камень к палке приделать вот так, а можно было бы камень к палке приделать вот так. И в зависимости от этого у нас получились бы разные предметы. Мы залезли бы в специальный справочник, который сказал бы нам, что окей, начиная по этой вот комбинации символов, мы получили какие-то предметы. И этих предметов в игре огромнейшее количество. То есть, например, самое простое, что мы из этого могли получить, мы могли получить себе копье из речного камня. И оно позволяет нам лучше рыбачить. Могли получить себе где-то, соединив, например, перья и кости или перья и палочки, сделать себе стрелы. Могли бы сделать себе различные ожерелья, могли бы сделать себе колотушки из 2 палок, собирают спокойно, кстати, если что. Камни, из которых помогают выбивать огонь. Вот у нас кремень и огниво. Обрабатывающие материалы, ножи и так далее. То есть вы все это дело себе будете генерировать из различных предметов. Эти ресурсы будут сбрасываться после этого. А вы будете получать себе различные предметы, которые облегчат вашу первобытную жизнь. И при этом комбинации этих предметов могут быть абсолютно различными. У вас есть и более редкие предметы, типа там кораллов, ракушек и так далее. И есть более простые предметы, которые можно добыть там обычным собирательством. Там палки,
камни, шкуры и так далее, да, которые вы получать себе будете в ходе игры. При этом все эти предметы будут очень полезными для того, что вы делаете. То есть, например, я в ходе игры сделал себе рыболовный крючок, и у меня еще было копье, и я прям отлично ловил рыбу, потому что мне позволяли и бросать лишний кубик при рыбалке, и перебрасывать кубики при рыбалке и так далее. А вот Рома, например, с которым мы играли, он сделал себе охотничий нож, который помогал ему очень сильно на охоте, и он даже больших монстров на охоте уже не особо боялся, и добывал из них много мяса, костей и даже внутренности их, из которых мы потом делали веревки, тетивы для луков и так далее. При этом крафт в игре настолько логичный, что это прям поражает. То есть здорово авторы игры продумали то, как все в игре взаимосвязано и как оно в игре работает. Также вы можете попробовать себе, если есть где-то пещера, подготовить себе место для ночлега, которое поможет вам ночевать. Это вот такие вот жетончики, которые вам пригодятся в фазу ночи. Они есть на одного члена племени или на двух членов племени, которые вам пригодятся. Вы также сможете разводить огонь, если у вас есть вот кремень и огниво и есть палка, которую может поджечь. При этом огонь у вас будет выкладываться также на тайл и тоже вам будет полезным. Огонь горит, в него нужно будет подбрасывать палочки для того, чтобы он не потух. Позже, в ходе игры, если вы научитесь делать, вы сможете строить даже себе форпосты, которые будут у вас выкладываться на игровое поле вот таким вот образом. И это ваши места, где вы будете уже строить определенные здания. Здания вам нужно будет открывать за свою изобретательность. И это разные абсолютно строения, которые будут давать вам различные бонусы. Некоторые из них позволят вам сохранять ресурсы, потому что ресурс, например, мясо, то же самое в игре портится, а вы сможете откладывать мясо, например, там в погребок для того, чтобы оно у вас не портилось, и когда вы обратно возвращаетесь в этот форпост, вы сможете спокойно ужинать тем мясом, которое вы заготовили заранее, не забивая себе рюкзак. Вот, например, есть верстак, который дает вам символы всех инструментов, то есть вы за счет верстака сможете и стукать, и тереть, и сверлить, и резать. Соответственно, на верстаке вы сможете обработать практически любые материалы достаточно быстро за одно действие. А за одно действие вы имеете право обработать аж 3 материала, если у вас есть 3 разных предмета, которыми можно было бы их обрабатывать. И вот этот вот верстак дает вам эти все возможности. При этом строений в игре огромнейшее количество. Они разнообразные, но в одном форпосте можно строить максимум 5 строений. Поэтому для того, чтобы иметь возможность построить разнообразные строения, вы будете строить другие форпосты и пользоваться их благами. Также вы можете просто, если вы находитесь в зоне с водой, набрать себе воды, взять себе жетончики с водой. И это очень полезные жетончики, которые вам помогут скоротать ночь. А ночь наступает тогда, когда игроки решили, что они либо потратили все свои действия, либо когда они решили, что больше не хотят тратить действий. И фаза ночи — это отдельная фаза, в которой у вас будут происходить разные вещи. Во-первых, если у вас кто-то сильно пострадал настолько, что у него не осталось жизненной энергии, он, к сожалению, покинет вас, и на его место придет другой персонаж. После этого вам надо попитаться, и желательно каждому персонажу и поесть, и попить. Каждое поесть и попить восстанавливает лишнюю энергию. Если вы находитесь в месте, где у вас есть либо огонь, либо лагерь ваш разбит, вы получаете дополнительную энергию. И, соответственно, если вы хорошо поели и попили, даже можете полечиться. А лечение здесь — это отдельная штука, потому что вам будут и травмы наносить, и болезни вас также будут сопровождать, и вам от них нужно будет постепенно избавляться. Если у вас вот этот ряд будет полностью заполнен, неважно какими жетонами, с вашим персонажем придется попрощаться и делать нового. При этом у вас, возможно, даже упадет население, а если население падает до нуля, то вы в игре проиграли совсем. Также ночью будут происходить события, которые зависят от вот этого вашего трека. Он будет двигаться по разным причинам, в том числе потому, что каждую ночь каждый игрок обязан вытащить себе колоду из карточки ночи и посмотреть, как ночь проходит с ним. Там есть и позитивные, и негативные события, которые работают и на всех, кто находится с вами на одной площади, так и которые работают только на вас. И там у вас будут абсолютно различные вещи, от того, что вы лучше отдохнули, до того, что вы видели видения, которые рассказывают вам о будущем. И эти видения могут сказаться на вашей будущей игре в том числе. Вообще, в принципе, все, что вы делаете в игре, может сказаться на вашем будущем. Потому что в игре есть такие специальные листы, и они есть на внутренней части этой коробки. И это, скажем так, ваша пещера. И если во многих играх сюжетных вы получаете ключевые слова, то здесь вы первобытные люди, которые пишут свою историю в камне. И вы будете зарисовывать то, что вам говорится. В частности, мы не стали портить компоненты, потому что коробка не наша. У нас были вот такие наскальные живописи. Вот это мы зарисовали огромное какое-то существо, которое в сновидениях приснилось нам, что идет к нам через поля и горы. Вот это мы какие-то магические знамения увидели. Вот это мы отметили, что мы первое поселение построили себе в прерии. Вот это то, что мы, не буду говорить что, и вот это тоже не буду говорить что. Разные события говорят вам о том, что вы зарисовываете у себя на скале определенные рисунки.
При этом, если изначально у вас есть только черный карандаш для этого, то в ходе игры вы сможете получить различные пигменты и разрисовать свою пещеру, как вы хотите. А также иногда игра будет говорить вам о том, что, ребята, проверьте, пожалуйста, есть ли у вас на наскальной вашей живописи такой-то рисунок. И если он есть, вы получаете что-то или вы следуете по одному пути. Если нет, вы следуете по другому пути. Вот эта книга сюжетов, она, как видите, достаточно большая. И вот, например, может быть пример, когда вам одно из событий говорит, что вам нужно зарисовать такой элемент у вас на наскальной живописи. Но для этого нужно было пройти какой-то тест и так далее. Сюжет игры не то, что прям прямолинейный, он рассказывает историю вашего племени, которое постепенно развивается, постепенно расходится и постепенно обрастает новыми землями для исследования. То есть у вас постепенно будут земли разрастаться с каждой миссией. И вы будете получать все новые и новые загадочные вещи на игровом поле, которые вам нужно будет исследовать и понимать, как с ними бороться. Например, у вас могут появиться ледники, из которых вы научитесь добывать воду, а может быть, когда-то научитесь через них проходить, если найдете какие-то специальные предметы, или получите знания. Карточки знаний — это тоже отдельная прикольная фишка игры. Есть огромная колода знаний вашего племени. Они переходят к вам полученные вами знания из игры в игру и дают вам новые возможности. Они все описаны в правилах в отдельной части, но для того, чтобы вы понимали, какие вам доступны на данный момент, вы получаете себе именно карточки. И вот, например, когда вы научитесь строить здание, вы получите себе карточку со зданиями. Когда вы научитесь создавать предметы из ресурсов, вы получите себе карточку с крафтом и так далее, и так далее. Вообще про эту игру можно рассказать очень много, потому что она настолько обширная, что даже я пока не понимаю, насколько в ней много может быть всего. То есть всего лишь за несколько партий можно было узнать о том, что вы рано или поздно научитесь изучать пещеры и подземные ходы, которые пронизывают эту равнину, и за счет этого не только набирать ресурсы, но и находить новые места. Рано или поздно вы прекрасно понимаете, что ваши видения приведут вас к тому, что гигантские существа появятся на ваших землях, и с ними нужно будет что-то делать. И я понимаю, что это большой спойлер игры, но вы прекрасно видели все миниатюрки гигантских существ, так называемых бегемотов, не в том понятии, что гиппопотамы, а в его исконном понимании, типа как большое гигантское страшное существо. Они появятся в ваших землях, это вот такие вот гигантские фигурки, и они могут быть там либо один, либо два, и они будут ходить по вашим землям, и с каждым из них тоже придется что-то делать. У каждого из них есть специальные планшеты, которые показывают, как с ними можно взаимодействовать. При этом у каждого из них есть свой искусственный интеллект, и при этом с ними можно будет каким-то образом повзаимодействовать, если вы дойдете до них в локацию, или если они придут к вам. И тогда вам нужно будет проходить серию тестов для того, чтобы либо просто сбежать от него, либо, например, иной раз она вас приведет к чтению какого-либо абзаца в тексте, который вам расскажет про это существо. При этом многие существа будут оставлять следы, и вы за счет этих следов сможете изучать этих существ и лучше их понимать, открывать карты их секретов, для того, чтобы лучше знать, как взаимодействовать с этим существом и получать против него различные бонусы. Интересным элементом игры является также такой журнал, который позволяет вам сохранять, в принципе, весь прогресс ваш. То есть вот здесь вот вы зарисовываете, какие тайлы у вас где открылись и куда вы можете ходить. Здесь, соответственно, вы будете замечать, какие у вас есть специальные свойства для ваших персонажей, которые вы откроете в ходе игры и сможете перед каждой партией выбирать. Меню, конечно же, для рецептов предметов, потому что запомнить все, что можно сделать просто из камня и палки, невозможно. Поэтому комбинацию того, как вы составили камень с палкой, чтобы получить себе нож, например, вам нужно лучше записать для того, чтобы сделать потом то же самое. Потому что, например, нож или копье могут сломаться или могут потеряться, если, например, ваш персонаж случайно погиб, не перепрыгнув через завал, равнину и так далее. Ваши персонажи в ходе игры будут также меняться, они будут становиться легендами, потом вы сможете пользоваться их легендарными свойствами, вспоминая, как ваши предки делали то или иное. При этом, если вы сделали какой-то рисунок на стене, вы также записываете это, что это вы его конкретно сделали. Играть можно от 1 до 4 игроков сразу, а с дополнением можно играть впятером. При этом, раз уж я заговорил о дополнениях, можно сразу сказать, что у вас появляется в дополнении про еду еще одна мини-игра и возможность готовить из тех предметов, которые есть здесь, и тех предметов, которые есть в дополнении, блюда, прямо специфические, которые будут давать вам дополнительные бонусы. Также там появляются еще новый бегемот, там появляются новые карты во все колоды, появляются новые виды локаций, появляются новые задания. Второе дополнение, оно добавляет вам питомцев, которыми вы можете пользоваться и которых вы можете приручить в ходе игры. Короче, игра очень обширная, и мир, несмотря на то, что вот он такой маленький, как бы у вас изначально, достаточно открытый, и вы можете делать практически все, что хотите, как в Майнкрафте. Можете собирать ресурсы, можете крафтить с них предметы, но если вы не будете двигаться по целям, скорее всего, как бы у вас ваше сообщество будет потихонечку хереть. А вот если вы будете выполнять цели, развивать свои аутпосты, собирать ресурсы, то ваше сообщество будет процветать, вы будете получать себе новых жителей, получать за счет этого новые возможности, потому что для того, чтобы строить аутпосты,
вам нужно туда кого-то селить, и поэтому вам нужно поднимать счетчик вашего населения. Сама игра очень большая, объемная, в ней много всякого интересного. Вы не увидите все за одно прохождение. С дополнениями она вам добавляет еще и новые виды локаций, с которыми у вас будут другие колоды, и игра будет вообще идти по-другому абсолютно. Но при этом один момент мог бы отметить вам следующий, что в игре достаточно много собирательства. То есть вам постоянно нужно будет грести ресурсы и постоянно нужно будет собирать определенные виды ресурсов. То есть, например, во второй миссии для того, чтобы вам построить свой аутпост, вам нужно будет очень много дерева и иной раз даже лиан много будет нужно. Для этого вам нужно будет ходить по лесам или по полям, собирать эти деревья и лианы в большом количестве. Это может не всем игрокам понравиться, но фактически за счет того, что у вас все это промеживается нарративом, вам даже при переходе из локации в локацию каждый раз дают возможность получить повествовательные элементы не только на вот этих карточках, но даже залезть в сам кодекс. Вам при выполнении карточек иной раз бывает, что вам говорят, посмотрите в кодекс, что с вами произошло. При получении знамений и всего остального тоже у вас будет много повествовательных элементов, которые будут рассказывать историю вашего племени, а вы постепенно будете запечатлять ее на каменной стене своей пещеры. Меня игра прям вдохновила, мне хочется ее пройти хотя бы разочек для того, чтобы посмотреть, как все это будет развиваться, для того, чтобы посмотреть, куда придет мое племя, посмотреть как можно больше предметов, которых в игре огромное количество. То есть вот смотрите, вот это все. Это различные предметы, которые вы можете накрафтить. Вот это дополнительные цели, которые вы можете получить в ходе игры. Вот эта колода, это колода строений, которые вы можете построить у себя в аутпостах. Всего в игре очень-очень много, даже в базовой коробке. Поэтому, если вы хотите себе интересную игру с практически, я говорю, открытым миром, который ограничен только тем, что это поле небольшое, но по-настоящему вам даже в рамках 3 тайлов здесь достаточно много всего можно сделать. И мы даже, например, до сих пор не знаем, что значит вот эти штуки и что с ними можно было сотворить. Вот эти вот странные камни, которые торчат из земли, они наверняка что-то значат. Я прям, судя по тому, как игра работает, я понимаю, что это будет что-то значить. Исследовать подземелья было бы очень интересно. Мы так и не набрали специальных инструментов, которые нам помогли бы это сделать, но мне очень интересно посмотреть было бы, что было в подземном мире. Посмотреть, как работают различные элементы крафта, и скрафтить как можно больше различных предметов, которые дают реально уникальные свойства и помогают вам в дальнейшей игре. В целом, посмотреть сюжет этой игры, как будет развиваться племя и к чему все это приведет. Поэтому, если вы хотите себе игру с приятным нарративом, который не сильно отвлекает вас от игрового процесса, и с игровым процессом, который может быть где-то повторяющимся, но при этом промеживается настолько приятно нарративными повествовательными вставками, что вы не успеваете заскучать от того, что вы, например, 3 раза подряд сходили и пособирали ветки в лесу, и при этом получить игру, которая развивается и сюжетно, и по механикам, и растет вширь по вашим возможностям, то Stone Saga — это отличный вариант для вас. Могу вам ее порекомендовать. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.